Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В этом видео покажу и расскажу, как строить разные варианты конических юбок, или как мы привыкли их называть, юбки на основе солнца. Если перед построением одной из таких юбок у вас возникло хотя бы малейшее сомнение в том, какую формулу использовать для вычисления радиуса, то вам точно стоит добавить это видео в избранные, так как это как раз тот случай, когда одна маленькая ошибка может стоить, во-первых, потраченного времени, во-вторых, целого отреза ткани. Итак, приступим к построению. Юбка 1/4 солнца. Формула для вычисления радиуса выглядит так. Обхват талии делим на число π, деленное на 2. Возьмем обхват талии, например, сантиметров 66. Значит, делим 3,14 на 2. Если вычислять поэтапно, то сначала мы вычисляем показатели в скобках. Итак, 66 делим в скобках 3,14, деленное на 2. Получаем показатель 42. 42 – это наш радиус. Итак, любую юбку на основе солнца проще и быстрее всего выкраивать сразу на ткани. Буду показывать на бумаге, подразумевая, что это ткань. И в этом видео 1 сантиметр буду принимать за 10 сантиметров. От этой точки откладываем радиус 42. Теперь нужно определиться с длиной. Пусть будет длина юбки 1 метр. Можно откладывать 1 метр от нашей новой проложенной линии, либо мы к 1 метру прибавляем вот этот радиус. Это 42 сантиметров. И тогда длину мы будем откладывать от этой точки. Я предпочитаю этот вариант. Так что от этой точки я откладываю метр 42 сантиметра. Для этого вида юбки нужно учитывать ширину бедер. При очень тонкой талии и широких бедрах в такую юбку есть вероятность не влезть. Юбка 1/2 солнца, или как мы привыкли ее называть, полусолнце. Формула для вычисления радиуса выглядит так. Обхват талии, деленный на число π. Возьмем тот же самый показатель обхвата талии, 66, делим на 3,14. И равно это 21. Строим юбку полусолнца. Чтобы сэкономить ткань, сразу определяемся с длиной. Допустим, длина юбки будет метр, значит, к 1 метру прибавляем 21. 1 метр 21 сантиметр. Для экономии ткани мы складываем ткань таким образом, чтобы слой с одной стороны был равен 121 сантиметр плюс припуски. Но лучше оставить сантиметров 5 с запасом. Итак, начинаем строить юбку солнца от этой точки. Радиус равен 21 сантиметр. Для ускорения процесса я использую циркуль. 21 сантиметр. И теперь от этой точки откладываем длину 121. В итоге мы получим длину изделия 1 метр.
Я также могу использовать циркуль. Юбка 3/4 солнца. Периодически бывают ситуации, когда юбки полусолнца недостаточно, но юбка солнца перебор. Тогда мы строим юбку 3/4 солнца. Формула для вычисления радиуса. Обхват талии, деленный в скобках 1,5 умножить на число π. Берем уже наш привычный показатель талии 66, делим его на в скобках 1/5 умножить на 3/14. И это равно 14. Даже эту юбку проще и быстрее всего строить сразу на ткани. В данном случае, чтобы сделать эту юбку цельной, я немного уменьшу длину. Давайте сделаем ее 80 сантиметров. Значит, к длине 80 мы прибавляем 14, 94 сантиметра. Теперь нужно убедиться, что один слой ткани равен как минимум 94 сантиметра плюс припуски. Для экономии ткани мы будем начинать строить юбку не с самого центра, а отложим с одной стороны ткани 94 плюс припуски. Оставим 100 сантиметров, достаточно. Будем строить юбку от этой точки. Так как эта юбка 3/4 солнца, значит 1/4 нам нужно сразу исключить. 1/4 от 360 градусов это 90, в сгибе соответственно 45. Так, транспортира нет, поэтому сделаю с помощью линейки. Приложила угол линейки к этой точке, и 45 градусов у меня будет вот здесь. Так, строим радиус 14 сантиметров. И длина юбки плюс радиус 94 сантиметра. Готово. Вырезаем. Если бы нужно было построить эту юбку, например, подлиннее, то тогда мы выкраиваем ее из двух деталей. Допустим, берем одну часть ткани, вторую часть ткани и начинали бы выкраивать юбку от этой точки. Но, соответственно, сначала нужно убрать 45 градусов. Формула для вычисления радиуса юбки солнца. Так, также здесь стоило бы добавить радиус. Так, берем наши 66 сантиметров, делим 2 умноженное на 3/14. (10,54). По правилам стоило бы сократить до 10,5, но так как мы строим одежду, сократим до 10,6. Построю юбку солнца длиной 90 сантиметров. Чтобы уместить деталь,
и сделать ее цельной. Итак, мы уже знаем, как экономить ткань. Значит, длина 90 плюс радиус 10,6 равно 100,6 сантиметра. Конечно, с учетом припусков и на всякий случай небольшой запас. Юбку солнца проще и быстрее всего выкроить, сложив ткань в 4 слоя. Строим от этой точки. Откладываем радиус, равный 10 сантиметров, 6 миллиметров. Так как в данном случае я 1 сантиметр принимаю за 10, 6 миллиметров отложить практически невозможно, поэтому я просто отложу 11. И длина юбки 90 сантиметров. Значит, с учетом радиуса это будет 100,6. Сравним, как выглядят наши детали. Это наша юбка четверть солнца, полусолнце, то есть 1/2, 3/4 солнца и юбка солнца. И для удобства на каждой из них я напишу, как вычислить радиус. Делайте скриншоты и сохраняйте себе. Итак, для юбки четверть солнца мы должны обхват талии разделить на в скобках π, деленное на 2. Полусолнце. Обхват талии делим на число π. Юбка 3/4 солнца. Обхват талии делим на 1/5 умножить на число π. И юбка полусолнца. Обхват талии делим на 2 умноженное на π. Конечно, в каждом из этих случаев при выкраивании вам нужно учитывать припуски по талии и по бокам. То есть к обхвату талии стоит прибавлять припуски. Спасибо за просмотр. Пишите отзывы, подписывайтесь и будьте стильными.